Всем привет! Продолжая тему циолит для растений, я хочу показать интересный метод выращивания такого замечательного растения, как замиокулькас. Этот замиокулькас со мной уже почти 2 года. И внешний вид растения, по-моему, говорит сам за себя. Растение выглядит отлично. Никаких сухих или пожелтевших листочков. Красивый зеленый окрас и кончики листьев тоже в отличном состоянии. Можно смело сказать, что мой метод выращивания растению подходит. И замиокулькас тоже любит циолит. Потому что посажен и растет этот замиокулькас в циолите. Это безземельный субстрат, о котором я уже неоднократно рассказывала. Полив я осуществляю методом замачивания. 1 раз в 4-5 недель я погружаю замиокулькас в воду, а в нижнее кашпо наливаю воду. На этом мой уход заканчивается, и я на месяц забываю об уходе за растением. Со временем верхний слой циолита просыхает, а корни остаются влажными. Таким образом клубни не загнивают, и замиокулькас пьет столько воды, сколько хочет. Таким замиокулькас был во время покупки. Очень красивое здоровое растение. В маленьком и тесном горшочке. Я очень хотела замиокулькас и наконец-то решилась на его покупку. И как мне нравится эта деформация горшочка. Это хороший показатель того, что в горшке наросли большие клубни, которым уже тесно, и они распирают свой домик. Пересаживать замиокулькас я, конечно же, буду в циолит. Я уже подготовила для посадки циолит разной фракции. И мне было очень интересно, как будет себя чувствовать замиокулькас при таком способе выращивания. Пришлось аккуратно извлечь растение из горшка, не повредив при этом корешки и клубни. И как оказалось, такой пышный кустик образует всего лишь 4 клубня. Весь грунт необходимо убрать и тщательно промыть корешки и клубни. И только после этого растение готово к пересадке. Сажать буду в двойной горшок с фитильным поливом. Красиво и очень удобно. Так выглядел замиокулькас после пересадки. Я очень рада, что он наконец-то появился у меня в коллекции. Это растение, которому не нужно даже цветение. Он всегда займет достойное место и будет украшением любого интерьера. Никаких особых условий содержания. Самые элементарные для всех растений условия – свет, вода и воздух. Тем более, что на улице на свежем воздухе замиокулькас себя чувствует замечательно. Летние каникулы он провел на свежем воздухе, но без прямых солнечных лучей. И вот на сегодня мой замиокулькас и пополнение коллекции. 5 месяцев назад я купила еще один кустик. Это сорт Равен, Черный принц. По-моему, отличная компания для моей принцессы. У кустика тоже было 4 клубня, которые без проблем разделились, и я сразу же посадила их в отдельные горшки. Условия содержания такие же. Это посадка в циолит и фитильный полив. Молодая зеленая веточка у черного замиокулькаса – это уже домашняя веточка. Кустики постепенно наращивают зеленую массу. Могу смело рекомендовать это растение. Я показала, как растет замиокулькас у меня. И надеюсь, что моя информация будет для вас полезной. Всем пока. До новых встреч, и пусть растения вас только радуют.